Mr. Banev, sorry. Mr. Banev? Oh, there you are. Mr. Banev, as far as I remember, you asked me about changing, correct? You're right. Okay, now, excuse me, you see God knows what we're having around here, see? The schedule has gone from here to hell and God knows where, so I don't know, sir. What should I do about it? Actually, in 2 kilometers from here, over there, there is a szosa. Niech się pan nie martwi. Ja rozmawiam po polsku. A, no to świetnie się układa. Dobra, to o 2 kilometry stąd jest szosa i bardzo łatwo pan tam złapie autokar, autobus czy cokolwiek, ale za przeproszeniem już nie naszym pociągiem. No to dziękuję bardzo. Nie ma za co. Rzeczywiście bardzo mi szkoda. Do widzenia. Przepraszam, do widzenia. Panie Pillman, chciałbym bardzo z panem porozmawiać. Mam ważną sprawę. Ja właśnie jestem pewien, że pan mnie widzi i słyszy w tej chwili. Jestem pisarzem rosyjskim. Piszę po rosyjsku. Ale ostatnie lata mieszkam w Ameryce. Jutro muszę lecieć do Rosji, do Taszlińska. To, że jestem tutaj, nikt o tym nie wie.
Алло. Panie Pilman. Ja, przepraszam, zapomniałem się panu przedstawić. Nazywam się Wiktor Baniew. Алло. Поднимите руки. А вы, оказывается, говорите по-русски. Да, говорю. Поднимите руки. Я совсем один, господин Пильман. Вам нечего бояться. Вы меня знаете? Да. По фотографиям. Пока вы не объясните, как вы меня нашли, я буду держать вас на мушке, писатель. И если ваш ответ мне не понравится, то... Заранее предупреждаю, господин Пильман, мой ответ будет очень странным. Валяйте! Вот. Дело в том, что, в общем, 3 недели назад я был зачислен в комиссию ООН по Ташлинску. И когда я получил доступ к документам, то понял, что чем больше докладов я читаю, тем меньше понимаю, что там происходит. Не вы один. Ваши доклады самые содержательные и последовательные, особенно в том, что касается так называемых мокрецов. И потом я прочитал, что вы загадочно пропали из Ташлинска и вас пытались убить. И я понимаю все эти меры предосторожности, Стоп, которые... стоп! Вы не ответили на мой вопрос. Как вы меня нашли? Господин Пильман, можно я опущу руки? Нет! Нет! И поднимите их выше! Выше! Это же самодурство, господин Пильман. Выше руки! И повторяю вопрос. Как вы меня нашли? Я увидел во сне ваш дом, название улицы, номер на табличке. Хотите верьте, хотите нет. Можете считать это бредом, да я сам так считаю. Знаете, я должен признаться, как-то я странно себя чувствую все эти последние дни, и очень странно. Ладно. Ладно. Поднимайтесь в мой кабинет. Спасибо. Пожалуй, я единственный человек в этом мире, который в состоянии поверить вам, господин Банев. Располагайтесь. А это ваша машина? Вы на машине? Нет, я на поезде. Странно. Странно. Вы пейте воду, берите. Спасибо. Жарко. Да. Господин Банев. Извините за такой, может быть, вопрос. Зачем вам Ташлинск? Ну, я же сказал вам, я член международной комиссии. Это я понял. Но как вы попали в эту комиссию? Вы, писатель, вроде бы ни малейшего отношения не можете иметь к проблематике. Неужели из-за денег? Страсть к сенсациям. О, Боже. Что за времена? Деньги. При чем тут деньги? При чем здесь сенсации? Знаете, не было другого способа попасть в Ташлинск. Не было. И вообще личная у меня причина, понимаете? Личная. Извините, что-то сегодня. Можно еще воды? Ну, пейте. Спасибо. Ничего, конечно. Я понимаю. Хорошо. Задавайте свои вопросы. Итак, вопрос первый. Вопрос первый. Что на самом деле происходит в Ташлинске? Что там? Что там? Хороший вопрос. Помните Узурс Мансара? Он твердо знал, что все это сон, эти горящие леса, и черное от дыма небо, и расплавный асфальт городов, вся эта погубленная планета, не выдержавшая ненасытного монстра под названием человек. Доктор Пильман, у меня очень мало времени. Может, приступим все-таки? Приступим.
Schon gut. Lass den Wagen da. Und vergiss den Schlüssel nicht. Ja. Ich glaube nicht. Maximal eine Stunde. Anderthalb. Anderthalb höchstens. Ja. Na gut, na gut. Ja, ich kann im Moment nicht sprechen. Darüber später. Прошу. Спасибо. Ну что, помогли вам мои архивы? И еще не знаю. Может, чуть-чуть? Чуть-чуть. Ваше здоровье. Ваше здоровье. И все-таки, кто они, эти мокрецы? У вас есть концепция? Есть. И как она звучит, если кратко? Если кратко, она звучит так. Они другие. И они враги. Враги кому? Нашей цивилизации. Многие из аналитиков считают, что нашей цивилизации объявлена война. Да бросьте вы, какая война? Что вы? Ну, сколько их? 10, 20. А сколько было первых христиан? А против них Древний Рим, империя, Нерон. И что осталось от этой империи? Так что тут есть своя логика. Не скажите. А зачем им дети? Дети – будущее. Кто управляет детьми, управляет будущим. Они ими управляют? Не знаю. Пассажиров, вылетающих в спецрейсом в Ташлинск, просим оформить допуск у стойки номер 6. В конце концов, он твой бывший муж, и речь идет о спасении твоей дочери. Это важно. Вон он стоит. Извини, что заставил ждать. Рейс задержали. Да ничего, мы тоже вот только что пришли. Вот, кстати, мой муж. Игорь, очень Игорь. приятно. Виктор. Ну, а что мы стоим? Может быть, сядем? Да. Сколько ты здесь пробудешь? Нисколько. Через час улетаю в Ташинск. Ну вот. Все как всегда. Иностранцу можно, а нам нет. Сейчас я тебе дам ключ от ташлинской квартиры. Вот. Я тут написала адрес, на всякий случай, если ты забыл. Не забыл. Пожалуйста, зайди туда, посмотри, как там. Проверь, нельзя без пересмотра. Квартира все-таки. Могло там залить водой, могло стекла ветром выбить. Воры могли забраться. Раньше Ира приходила, проверяла. Теперь не знаю. Теперь ничего не знаю. Проверю, конечно. Ты знаешь, я еще хотела кое-что сказать. Не знаю, стоит ли говорить. Игорь, иди возьмем себе там кофе. Пожалуйста. Ты знаешь, если честно, мне очень не понравился твой тон последний раз, когда мы говорили по телефону по поводу документов. А что, не помню. Во-первых, ты не имеешь ни малейшего права меня осуждать. Ни малейшего. По-моему, ты решил, что я просто избавилась от дочери, сбыв ее с рук в какую-то богадельню. Вот, ты знаешь, ты так говорил. Ты так говорил. Что ты? Да, ну. И в мыслях не было. Так я тебе хочу сказать, это не просто интернат. Это интернат для гениальных детей. И ты даже не представляешь, сколько я порогов оббила. Сколько денег переплатила, чтобы Ирочку туда взяли. И ты знаешь, не зря старалась. В общем, я это все сказала, чтобы не было между нами никаких неясностей. Вот только и всего. Только и всего. Люда, ну что ты? Ну, успокойся. Ты не понимаешь, как все случилось.
Ну, кто мог знать? Ты понимаешь, я приехала сюда вон к Игорю. А там все это началось. И мы ничего не могли сделать. Оттуда не выпускают, туда не впускают. Даже позвонить нельзя, представляешь? Даже Тебе позвонить. тяжело, конечно. Ты знаешь, мне как-то приснилось, что Ира заразилась и умерла. И вот какие-то такие пауки на ней. Такие страшные, с лапами. Схватили и держат. Мокрые, без лиц. Пауки без лиц. Это нормально. Подожди, ты что, можешь еще шутить? Люда, Игорь! подожди, ну. Я не это имел. в Игорь, виду, пойдем, нам что- пора. Пожалуйста, позвони, если что-нибудь узнаешь. Игорь, пошли. Так, сюда, пожалуйста. Спасибо. Здрасте. Пожалуйста. А где фотография сетчатки? Там в конце паспорта есть закладка. Зафиксируйте сетчатку. Пожалуйста. Анализ крови. Здесь в комплекте. Заключение пульмонолога. Там же. Хорошо. Все в порядке. Проходите. Добро пожаловать в Ташлиц, господин Банев. На входе главного створа также изменен пропускной сигнал. Для грузовых пар технического обеспечения новый код допуска. 3404. Ни в коем случае. Вы рассуждаете как военный. Господин Банев? Да. Здравствуйте, Азик Галемба. Здравствуйте, господин сопредседатель комиссии. Оставьте, зовите меня просто Азик или Айк. Геннадий! Геннадий! Да-да. Хочу вас познакомить с председателем России, знаменитый ученый, доктор наук. Здравствуйте. Очень приятно, Геннадий Колов. Прошу, Да. председатель Очень комиссии рад. от России, Да. новый член комиссии Виктор Банев. Рад познакомиться. Ну что ж, садитесь, скоро отходим. Извините, я догоню вас. Хорошо. Как добрались? Хорошо, спасибо. А долго нам плыть? 2 часа, не меньше. Вообще-то плыть минут 40, но там оцепление, двойной кордон. Энергетический барьер со стороны мокрецов. В общем, сложная система контроля. Сюда. Пожалуйста. Понимаю, понимаю. На все это уходит время. Устраивайтесь. Я сейчас вернусь, попрощаюсь с военными. Спасибо. Хорошо. Какие у меня будут обязанности, Айк? Боюсь, что уже никаких.
Как это? А вы не догадываетесь, почему нас всех собрали в областном центре? Было совещание с военными в руководстве объединенных штабов. И что? Все, финиш. Комиссию прикроют со дня на день. Военные намерены начать активные действия. Подождите, какие действия? Против кого? Против климатической аномалии, надо думать. Предусмотрено массированное распыление противооблачных коагулянтов объединенными силами стратегической авиации. Коагулянты, это же химия. А людей не отравит? Людей эвакуируют. Детей в первую очередь. Вас ведь это интересует. С чего вы взяли? Перестаньте, Виктор. Знать ваши досье – моя обязанность. А что касается вашей проблемы, помочь вам не смогу, но мешать не буду. Договорились? Да, спасибо. Значит, людей эвакуируют, да? Да. Да, это хорошо. А эти мокрецы, их куда эвакуируют? Никуда. Но это же химическая война какая-то против мокрецов. А по каким формальным причинам им будет отказано в эвакуации? Ни по каким. Официально они просто больные люди. Их нельзя выпускать за пределы города во избежание распространения эпидемии. Как видите, демагогия продумана до тонкости. Больше всего меня это настораживает. Значит, готовится всерьез. Не помешаю? Нет, мы тут говорим о природе. Смотрите, быстро идем. Уже затопленный город. Да, быстро. Виктор, поднимитесь на палубу. Это стоит видеть. Боюсь, мы можем сейчас застрять здесь. А что, почему? Какое-то ЧП у военных в зоне перехода. Да, сообщили по радио. Только этого нам сейчас не хватало. У нас проблемы. Человек в зоне перехода. Ну все, отбой. И давно он так? Утром увидели, когда был уже мертвым. Энергетический удар был просто жуткий. Ага. Так кто же все-таки этот человек? Я же говорю, никто не знает. Похоже, добрался самостоятельно. Журналист, мародер. Ничего не известно. Ну так что, будете идти? Что нам остается? Конечно, будем. А если вы застрянете? Я вижу, у вас новый сотрудник ни разу не ходил. А если что? Если. Давайте сигнал. Мы идем. Сигнал в зону перехода. Повторяю, сигнал в зону перехода. Ну, вот что. Вик, держитесь спокойно. Старайтесь не думать ни о чем плохом. Мы не знаем их критериев. Не знаем, как они решают, кого пустить, кого нет. Так что просто думайте о чем-нибудь спокойном, приятном, без агрессии. Хорошо, я постараюсь. Ну что, сигнал в зону прошел. Автобус за вами вышел. Спасибо. С Богом. Ну, пошли. Идем. Что по приборам? Уровень энергетического барьера на красной черте. Их надо возвращать, похоже. Так, автобус комиссии вижу, а мокреца нет. Ну нет его, надо повторить сигнал. Они застрянут. Подожди.
Подожди, не паникуй. Вон он справа. Справа за автобусом. Виктор, садитесь слева от меня. Где рация? Вот-вот. Что-то он у вас сегодня долго осматривал. У нас новый сотрудник. Служба контроля? Служба контроля, вы меня слышите? Можете забирать этого несчастного. Кто он там? Макрец разрешил. Все, поехали. Я буду в 16-й комнате. Да-да. Если что, звоните. Это наш новый сотрудник. Он будет жить в архиве. В архиве? Это ж в старом здании. Зачем? У нас и в новом здании хорошие номера есть. Нет, вы не поняли. Он будет жить в архиве. И там же будет работать как член комиссии. Как скажете, шеф. Как скажете. Вот вам ключи. Сами разберетесь. Там все замки перепутаны. Пойдемте, Вик. Я провожу вас.
Помните туринскую передачу? Это ведь тоже трансформация тела. На атом одну. То же самое явление мглецы. Вот что, на мой взгляд, надо изучать. Вы согласны? Хотите сказать, что... That's my opinion. Of course. Excuse me. Mr. Larson, I'll be looking for you. I'll wait. Окей. Not at all. Please. А что, здесь всегда так многолюдно? Нет, только перед заседанием комиссии. Почему все комиссии назначают совещание в одно и то же время? Немного комиссий? Осталось 4. А было 13, представляете? И еще. Хочу обратить ваше внимание вот на что. Помимо столь интересной для наших уважаемых биологов странной генетической болезни, начинают расцветать болезни обычные, вполне инфекционные. И основные причины, по моему мнению, это бесконечные дожди и это инфракрасное свечение в небе. Причины, которые мы, кстати, до сих пор не узнали. Поэтому я поддерживаю ту точку зрения, что климатические аномалии должны быть нормализованы. Каким способом? Любым способом. Что, химическим воздействием? Да, да. И еще раз да. Позвольте-ка мне, а? Вы все прекрасно здесь понимаете, что происходит, только почему-то предпочитаете закрывать на это глаза. Ну, давайте называть вещи своими именами. Это нашествие. И идет на нас не марсианин, не антихрист там какой-нибудь, а кое-что вполне реальное. Поэтому я прошу, давайте еще раз прошу, проголосуем вопрос о разрешении лабораторных исследований этих самых мокрецов и их воспитанников. Да, в том числе, потому что я должен знать, что на нас идет, и путаться в ваших соплях не намерен. Господин Сумак, опомнитесь. Причем здесь воспитанники? Это же дети. Опять дети. Да какие они дети? Они не дети давным-давно, да и не люди, скорее всего, уже. Что же вы за безмозглые гуманисты такие, а? Жалеете их, да? Ну, конечно, они же такие умненькие, такие маленькие цветочки. А это враг. Вы понимаете, что это враг, от которого мы ожидаем полного и непременного уничтожения всего нашего мира и нас в том числе? Вы смотрите на этих детей и думаете, если ребенок цитирует Канта и Гегеля, то он го-го-го, эссе хомо. А этот ребенок смотрит на вас и видит перед собой кучу дерьма, и ему вас не жалко. Потому что вы и по Канту дерьмо, и по Гегелю дерьмо. Дерьмо по определению. И человеческая душа, любая, для них помойка. Отхожее место человеческой физиологии, вы понимаете, они другие тотально. Другие. И в их мире нам места нет. Или они, или мы. Это война, и здесь компромиссов быть не может. Поэтому я требую, давайте голосовать вопрос о разрешении исследования этих мутантов немедленно. Так, все, господа, успокойтесь. Давайте по порядку. Что мы голосуем? J'exige que cet homme soit immédiatement arrêté. C'est une provocation. Это провокация. Мы не будем проголосовать этот пункт. Нет, будем. Пока они еще тут, пока это вообще возможно. Что значит «пока»? Вы на что намекаете? Я намекаю на то, что никого отсюда живыми не выпустят. Я имею в виду мокрецов, мутантов. И вы это прекрасно знаете, господин Комов. Если мы не проведем такое исследование сейчас, то потеряем эту возможность навсегда. А такие мозги на вес золота. Короче так, мне нужен мандат на исследование этих тварей. Официальное разрешение. Bullshit. Je réclame la mise au point de la question d'exclure Monsieur Sumak de la commission d'arbitrage. Меня? Oui. На каком основании, а? Так, все. Я излагаю свою точку Одну зрения. минуту. Не нужно кричать, господа. Держите себя в руках, пожалуйста. Я не понимаю, зачем вы терпите. Простите, вы господин Банев? Я с вами абсолютно Да, вас там спрашивают. Кто? Какой-то мальчик. Мальчик? Где он? Где? Там мальчик. Это ты меня спрашивал. Господин Банев, это вы? Да. Я Куница. То есть по свидетельству о рождении я Боря. Но вы пока можете звать меня Куницей. Хорошо? Боря Куница. По кличке Куница. Хорошо. Это не кличка. Это точка отталкивания. Я не понял.
Ну, это долго объяснять. Я здесь по другому поводу. Мы бы хотели бы встретиться с вами, как с писателем. Мы это кто? Дети. Ученики. Ученики той школы, где учится ваша дочь. Ты знаешь мою дочь? Мы друзья. Вы согласны? Да, конечно. Когда будет встреча? И где? Завтра в 9 часов утра я буду ждать вас на этом самом месте. А, вот вы где. Присаживайтесь. У нас перерыв. Спасибо. Прошу. Познакомьтесь, Виктор. Это Диана, моя ближайшая помощница. Очень приятно. Очень приятно, Виктор. Кстати, если она вас о чем-то попросит, а это может случиться, считайте, что это моя просьба. Конечно. Я взял вам кофе, пейте. Спасибо. Ну что, кто к вам приходил? Юные поклонники моего дарования решили устроить со мной встречу завтра с утра. Да чего же тщеславный народ эти писатели? Не обольщайтесь, Виктор. Это не поклонники, это вивисекторы. А они что, будут вживлять мне электроды в мозг и гонять по лабиринту? Хороший образ по лабиринту. А кто приходил? Ну, странный такой мальчик. Зовут Куниса. И так говорил. Какими словами вы бы это описали? Как будто в лицо мне расхохоталась кошка. Забавно. Да. Быстро они вас почувствовали. А мне что, как-то готовиться? Выспитесь как следует, а лучше послушайте радиостанцию. Перед встречей вам будет полезно, даже необходимо. Какую радиостанцию? В школе у детей есть радиостанция. Она не очень мощная, но все-таки вещание круглосуточное. Для падшего человечества. Вроде нас с вами. Советую воспользоваться. Остановить! Что вы тут делаете? Все нормально, У меня есть ID. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо. Все нормально. Поехали.
как тут оказалось? Ты пряталась? Я не оказалась. Просто заглянула. Почувствовала, тут есть кто-то. Зачем ты приехал? За тобой. Странный ты какой. Ну ладно, у нас еще будет время поговорить. Сейчас иди. Ты ведь слышишь мой голос? Иди. Я бы сказала так. Сумерки бытия сгущаются пепельными тенями на кромках строго выстроенной предметности. Безвидные и безымянные призраки приближаются вплотную и незримо проходят сквозь нас. Вот здесь, в точке наивысшей неопределенности, негарантированности и неподтвержденности человеческого существования, впервые обретается известная ясность. Просветляется мировая ночь. Реальный даошься смысл нашего бытия не в мире, а где-то между мирами. Не в очерченном бытие, а в смещении и становлении. Не в обустройстве домашнего, а в беспочвенном странничестве. Если я правильно тебя понял, речь вовсе не идет о том, что наконец довелось добраться до истины. Удалось лишь вывернуть наизнанку покров магии и взглянуть на вещи с обратной его стороны. Не с той стороны, которой он убаюкивает и вселяет успокоение, а со стороны ничто, обнаруживающей собственное наше жизненное присутствие, как выдвинутость ничто. Ну да, можно сказать так. А что это за звук такой странный в коридоре? А это в зале, этажом выше. Там изучают гиперпространство. Гиперпространство? Интересно. Да, необычная у вас школа. Вам нравится? Да, очень нравится. Здесь, да? Да, проходите. Спасибо. Здравствуйте. Ну вы садитесь, садитесь. Ну что, как вы тут живете, ребята? Все ли у вас хорошо? Скучаете по родителям, нет? А? И все-таки все ли у вас хорошо, ребята? Да, хорошо.
Ну, тогда давайте перейдем к литературе. Желает ли почтенная публика узнать что-нибудь о создании моих произведений? Нет. Ну что, тогда ваши вопросы, господа. А какими бы вы хотели видеть нас в будущем? Ну, это просто. Умными, честными, добрыми. Я хотел бы, чтобы вы любили свою работу и работали только на благо людей. А что такое умный? Что такое умный? Ну, милые мои, а может, вы хотите спросить, что такое человек? Или что такое время? Мы знаем, что этот вопрос не имеет ответа. Мы хотели бы знать, как вы на него ответите. Попробую. Итак, умный человек – это человек, который сознает несовершенство, незаконченность своих знаний, который пытается их восполнять и в этом преуспевает. Вы со мной согласны? Нет. Почему? Ваше определение нефункционально. Любой дурак, пользуясь этим определением, может полагать себя умным. А уж преуспевающий дурак и подавно будет считаться умнее всех. А вы знаете, что есть такой старый афоризм, который говорит, что дурак – это просто инакомыслящий или инакочувствующий. Я не совсем понимаю. Вы хотите, чтобы мы были умными, то есть мыслили и чувствовали, как вы. Но я прочла все ваши книги и не нашла в них ничего, кроме отрицания. Никакого позитива. То есть, получается, что любой, кто умен, хотя бы как вы, не может испытывать к людям ничего, кроме отвращения. С другой стороны, вы хотите, чтобы мы работали на благо людей, то есть тех самых отвратительных типов, которыми наполнены ваши книги, и которых вы сами отрицаете каждой строкой. Может ли умный человек работать на благо того, что вызывает отвращение? Видите ли, под работой на благо людей я как раз и понимаю их превращение из вызывающих отвращение, вызывающих уважение. Простите, но все это довольно тривиально. Дело ведь не в том, что чем изменяют. Дело в том, что изображенные вами объекты сами вовсе не хотят, чтобы их изменяли. Превращали, как вы говорите, из вызывающих отвращения в вызывающих уважение. А вы что, всерьез полагаете, что я пишу только о подонках? Вы простите, я все не впопад говорю. Меня просто сбило с толку, что вы говорите как взрослые, а вы все-таки дети. И вам пока в силу возраста, наверное, трудно понять, как вот этот небритый, грязный, вечно пьяный, истеричный, пожилой мужчина может быть замечательным человеком. Что это человек, перед которым хочется на колени встать и которому за честь полагаешь руку подать. Потому что он прошел через такой ад, что и подумать страшно, вы знаете. А все-таки остался человеком. Простите, я перебью. Господин Банев, вы нашли сейчас очень хороший символ. Человечество – это истеричный, пьяный старик, который прошел через ад. Заметьте, через ад. Потому что, к сожалению, ничего другого он не достоин. И вы это прекрасно знаете. Но продолжаете настаивать, что человек – это звучит гордо, что ему чего-то там не додали, в смысле благ и счастья. В том виде, как он его понимает, то есть как возможность топтать, унижать и использовать других. Суммирую. Вы просто никак не можете поверить, что вы уже мертвецы, что вы сами создали мир, который стал вам надгробным памятником, и ничем более. Когда я говорю «вы», я не имею в виду персонально вас, господин Банев. Надеюсь, вы понимаете. Да-да. Я понимаю, я это понимаю. И вот что я вам отвечу. Разрушить старый мир и на его костях построить новый – это очень старая идея. Но никогда она не приводила к желаемым результатам. Вы, наверное, сами этого не понимаете, но вы жестоки. Вы жестоки, наверное, из самых лучших побуждений, но жестокость
она всегда жестокость. И ничего она не может принести, кроме нового горя, новых подлостей, нового вранья и... Да. Извините за опоздание, господин Банев. Ничего. Очень хотел с вами познакомиться. Можете называть меня Зиновий. Да, хорошо. Продолжайте, пожалуйста. Итак, на чем мы остановились? На том, если я не ошибаюсь, что мир требует глубокого, духовного и чувственного преображения. Если вы хотите знать мое мнение, то я с этим абсолютно согласна. Я тоже вижу человечество, стоящим на перепутье, перед выбором. Либо полная интеллектуальная деградация, либо беспримерный эволюционный скачок сознания. Надеюсь, с этим все согласны. Ну как тебе? Ну, не знаю, мне понравилось. Так за что ты готовился? До свидания, господин Банев. До свидания, дети. До свидания. До свидания. Спасибо, что пришел. Я думала, ты испугаешься. Почему? Неважно, потом объясню. Я тебя не смогу проводить, Боря тебя проводит. Да. Почему Боря? Подожди. Я вообще-то пришел, чтобы поговорить с тобой. И пойми, это очень важно. Да? Ну, тогда тебе придется подождать. Хорошо. На занятия. Я подожду. У меня есть время. Хорошо. Ладно. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Это вам. Дай, пожалуйста. Спасибо. Я хочу, чтобы ты переехала ко мне в гостиницу. Немедленно. Зачем? Оттуда легче уехать. Я хочу, чтобы мы уехали под любым предлогом. Я как член комиссии, ты как моя дочь. Все. Для этого я и приехал сюда. Для чего для этого? Чтобы забрать тебя отсюда. Куда? Какая разница? Куда угодно. Ты что, не видишь, что здесь происходит? Ира, кругом военные. Тут может такое начаться через несколько дней. Химическая война. А там что, военных нет? Ира, не цепляйся к словам. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. У меня много знакомых. Я могу многое сделать. Да, я понимаю, у вас хорошая школа, да. Но в мире есть школы и лучше. Поверь мне. Нет. Почему нет? Что нет? Все нет. И про то, что много можешь, и про школу, и про отъезд. Послушай, я прошу, послушай. Я понимаю, я плохой отец, да. Но я имею право забрать тебя отсюда, понимаешь? Нет у тебя никакого права. Иди. Вот гостиница. Иди.
Виктор, открывайте, я слышу, вы дома. Заходите. Не заперто. Закрытой двери грош цена, замку цена копейка. Ух ты! Хорошо вы гостей встречаете, молодец. Да вот, покушать готовил. Уже начали. Это очень правильно. Начали. Хотите? Ух ты! Ничего себе, хоромы. Можно посмотреть? Да. Виктор. Ну, хорошо живем. Широко, просторно. Да, просторно. Дальше уже некуда. Ванночки принимаем. Полезно Так что, для здоровья. Пить будете? А буду, не откажусь. Виктор, доконает меня этот город. Ой, доконает. Будьте здоровы. Да вы садитесь, чего стоять. Благодарю. Давайте, наливайте, пока не доконал. Да. Хорошо. Спасибо. Давайте, за здоровье. За здоровье. Ну что, как прошел первый контакт? Какой первый контакт? Да ладно, Виктор, не скромничайте. Я же знаю, что вас детишки вызывали на ковер, так? Так. Ну, событие? А в чем тут событие? А в том событие, Виктор, что мы все так или иначе через это прошли. Только, как говорила одна моя старая знакомая, у всех это бывает, но не у всех это проходит. Событие в том, что вам этот малолетний синедрион вынес вердикт помиловать, а нам всем казнить. Ну, сенсация. Вердикт. Какой вердикт? А вердикт – это такой местный жаргон. Считается, что детишки определяют в отношении взрослых, кто из них достоин светлого будущего, а кто нет. Вы бы хоть платком прикрывались. Спасибо, учту. А я и говорю, чего ж тут не понимать. Мокрец, главный Зиновий, сегодня благодарил Голембу, говорит, какая прекрасная идея включить в комиссию известного писателя. Да. А по-моему, они меня наоборот не одобрили. И мне кажется, что эти вундеркинды… А при чем здесь вундеркинды? Вундеркинды ни при чем. Вот учителя у них… Какие учителя? Особенные учителя. Мокрецы. Да что все мокрецы? Никто толком объяснить не может. Ну что это? Почему никто не может? Я могу. Ну и объясните. А то все тут намеками изъясняются. Рассказываю. Считается, что это какая-то генетическая болезнь. Как в феврале дождик зарядил, так недели через 2 и началось. Волосы выпадают, кожа желтеет, становится твердая, как камень. Словом, идет какая-то трансформация тела на клеточном уровне. Новый вид, поэтому и лица прикрывают. Теперь считается, что это не заразно, а тогда думали эпидемия. Потом фокусы разные начались.
чудеса, потом комиссия. Ну, это вы как раз знаете. Так я говорю, считается, что то ли у них какой-то ген лишний, то ли наоборот какого-то гена не хватает. А может, они и не люди уже вовсе. А кто? А я не знаю. Миражи, оболочки. Нет, вы скажите, вы где-нибудь видели таких людей, а, Виктор? Ну, это только кажется, что они безвредны. А один энергетический барьер, чего стоит? Правда, их этика запрещает применять силу, но это пока запрещает. Ладно, пойду я. Что-то я хотел вам еще сказать, Виктор. Нет. А, да. Виктор. Ну, вы как-нибудь определяйтесь, ну, с кем вы? С ними или с нами? С кем вы, мастер культуры? А это важно? А это важно. Потому что, если вы с ними, то вы меня простите за такой пафос, но получается, что вы как бы предатель человечества. Ни много, ни мало. А человечество, оно предателей не любит. Ладно, спокойной ночи, пойду я. Да, я же совсем забыл. Вас же это искала китаяночка, помощница Голембы, Диана. Наверное, что-то срочное, потому что время позднее, но это не мое дело. Спокойной ночи. Алло? Да. Виктор, это Диана. Мне очень нужна ваша помощь. Виктор, вы можете спуститься? Слышите меня? Да, хорошо, хорошо, Диана. Да, вижу надпись. Теперь куда? Ага. Да-да-да, я на месте. Все, перезвоню. Здесь, да? Ну, как он жив? Не понимаю пока. Надо увезти его. Что? Я сказала, нельзя оставлять его здесь. Диана, дверь быстро. Эй, приятель, что там у вас? А, тут друг просто перебрал немножко. Надо проветриться. Сейчас, одну секунду. Господин Закревский, это дежурный. Не могли бы подойти сюда? А то здесь что-то непонятное. Кого-то куда-то везут из лаборатории. Водитель машины, подойдите сюда! Одну секунду, одну секунду. Я сейчас... Все в порядке, я сейчас иду. Вы слышите? Подойдите сюда! Уже иду, все, бегу. Сколько раз повторять? Стой! Стоять! Стой! Стрелять буду! Стой! Стрелять! Куда теперь? К старому вокзалу. Знаете, где это? Да-да, знаю. Как он там, жив? Он умер. Теперь могу сказать точно. Что они хотели от него? Всемогущество, наверное. Тайны науки. Новых орудий убийства. А может, денег, а может, вечной потенции. Потребности ведь не меняются. Еще. Откройте дверь, Диана. Виктор, положите его здесь. Отдохните.
Когда уйдете, забудьте про эту дверь и про вокзал, про все забудьте. Хорошо, забуду. Диана, наконец-то, где он? Он умер, мы опоздали. Вы не одна? Вы же знаете, к сюда непосвященным нельзя. Я вам сейчас все объясню. Это человек из комиссии. Он наш друг. Виктор, подождите меня внизу. А? Метрополь времен мирового потопа. Называется Ноев ковчег, между прочим. Ну как, а? А что, мне здесь нравится. Ей-богу, нравится. Если честно, мне тоже. Вот вам, Виктор, пример. Выживание неистребимо. Основной инстинкт. Посмотрите картину. Да. Если развивать вашу мысль, Айзек, что климатические аномалии так просто не возникают, тогда и мокрецы – это, в общем-то, часть аномалии, защита Земли от нас, как вы думаете? Возможно. Давно открылись, господин Квадригин? 2 дня назад. А что? Жить-то надо. А не хотите служебку? Там тепло, сухо, печка работает. Нет, мы будем сидеть здесь, нам здесь нравится. Мое дело предложить. Я пойду бутерброды принесу горячие. И спасибо. Спасибо. Айк. Вы знаете, что это такое? Откуда это у вас? Принесли в гостиницу. Сказали о дочери. Вы слушали это? Да. Вроде стихи, вроде эссе. Я не понял. Это не стихи, это другое. А что? Трудно сказать. Мокрецы иногда просят детей сделать такие слепки сознания, образы мирочувствования. Образы мирочувствования. Да. А почему она передала это мне? Как вы думаете? Может, она хочет, чтобы вы ее поняли? А может, чтобы вы хоть что-нибудь поняли? Насколько я понимаю, у вас спор, конфликт, не так ли? Айк, скажите мне, пожалуйста, только честно. Вы что, что-то скрываете от меня, да? То есть? Это генетическая болезнь или что-то другое? Ну или могу, например, я заразиться? И да, и нет. Айк, вы что, издеваетесь? Нет, Виктор, постарайтесь понять. Тут принцип другой. Не хочешь – не заболеешь. В этом вся штука. Нужна тоска. Такая тоска, чтобы нестерпимо жгло, чтобы тянуло куда-то. К какой-то другой жизни, другим целям, другим мирам. Не знаю. У меня это было. Но давно прошло. Я опоздал. У вас... Не знаю. А у детей еще есть. Поэтому они с ними, а не с нами. Это вы хорошо сказали, тоска. Нужна тоска. Я это понимаю, да.
Каждый умерший, живущий после смерти Бога, мы ищем свою тень в потоке иллюзий спящего мира. Мы живем в мире тотальных подмен, в мире чисел и призраков, в мире, где все слова стерлись и потеряли смысл. Эпоха профанов, эпоха невыносимой пошлости существования, царство банального, воспевающее собственную пустоту. Дух окончательно покинул наш мир. Время сжимается. Нет уже времени. Нет пространства. Агония небытия. Дух бесплодия витает над осиротевшей землей, обреченный испытать последнее одиночество. Страх заполняет душу. Все предельно. Открылись последние тайны. Ветер из бездны опаляет наше лицо. Кто это сказал? Я спрашиваю вас. Кто? Ответьте мне. Все вниз с вещами! Автобусы уходят через 20 минут! Срочная эвакуация! Все вниз с вещами! Есть кто? Есть кто? Эвакуация! Мужчины! Кузов! Виктор! Виктор! Айзек, где дети? Детей должны были вывести в первую очередь. Детьми занимается Диана. Прямо из школы. Садитесь в кузов. Поедем вместе. В кузов, быстро! Поехали. Скажите, где информационный центр? Где я могу узнать насчет детей? Спросите офицера связи. Скажите, дети были эвакуированы? Нет? Не было детей. А на втором запиши. 25. Да не беспокойтесь вы. 3 катера уже отошли. Вот они там, их могли уже отправить. А их не было их там, я узнавал. Не 70, а 72 ПДК. Вы слышите меня? 72. Вы обещали, что у вас есть связь с аэродромом, с командованием. У вас есть связь? Что я могу сделать? Как я могу остановить операцию? Авиация уже в воздухе. Вы что, не слышите, что ли, 1000 бортов? Но подождите, но что с ними будет, если они все атакуют? Скажите, что с ними будет, если они все там? Что там? И кто мне объяснит, есть там кто-нибудь или нет? Это же убийство! Нужно соединение с центром координации. Как слышите? Вы же мне обещали. Нет. Черт вас возьми! Слышите? Удержите
будет связь или нет? Ну что я могу сделать, товарищ полковник? Что случилось, Геннадий? Что-то с детьми? Пропал автобус с детьми. И с ними Диана. Не исключено, что они еще в городе. А Диана? Связь с ней есть? Нет с ней связи. Геннадий! Что делать? Что делать? Да, не знаю. Идите в штаб, я еще здесь побуду. Идем вместе. А что если... Нет. Мне надо побыть одному. Пожалуйста, идите. Идите, пожалуйста. Геннадий! Виктор, куда вы? Виктор, куда вы? Виктор, что вы задумали? Идите в штаб, Айк. А вы куда? А я к ним. Куда к ним? Вы даже не знаете, где они, с ума сошли! Дайте мне вашу трубку спецсвязи. Обычная может не сработать. Держите. Информация меняется постоянно, я должен все знать. Красная кнопка наверху! Я знаю. Виктор, вы знаете, где находится старый вокзал? Да. Они могут быть там! Что? Там! Уверен! Я все понял. Почти Уходите, уверен! Айк, Наверняка прошу там! вас. Автобус 365, остановитесь у шлагбаума. Автобус 365, остановитесь! Вызывайте еще раз. Хорошо. Вызывайте постоянно. Хорошо. Диана, отзовитесь. Прием. Ожидаемое Диана. возрастание концентрации. Диана, отзовитесь. Я вас не слышу. Вот. Диана, ответьте центру. Прием. Формула реагента. Диана, центр вызывает. Он не просто активен. Я вас не слышу. Он чудовищно активен. Центру. Ответьте центру. После его выпадения ничего живого не останется. Отравленная пустыня. Я же чувствовал, что здесь кроется какой-то подвох. Что делать теперь? Что делать? Айк. Да, я слушаю. Алло, Виктор! Как? Что? Как? Виктор! Он знает. Подождите, не слышно ничего. Ну, На старом вокзале никого нет, вы слышите меня? Да, я слышу, да. Они все в школе. Звонила Диана. Да что, говорите, я слушаю. Такая ситуация. Дети отказываются выезжать из города, Реагент, отказываются скажите. эвакуироваться. Диана осталась с ними. Подождите, как это отказались? Что значит дети отказались? Айк! про реагент. Не знаю. Дети же видят, что мокрецов убивают. Они, наверное, надеются, что из-за них отменят операцию. Похоже, что это их ультиматум. Айк, все, я позвоню сам. Конец связи. Сколько у меня всего времени? Подождите, не выключайте трубку. Нет у нас времени, в этом все дело нет. Выпадение реагента может начаться через 20 минут. У меня данные последнего замера, понимаете? Не пытайтесь выезжать из города, все равно не успеете. Ищите убежище любое. Школа подойдет. Ищите там. Только закройте все воздухозаборники, слышите? Полная герметизация, полная, никакой фильтрации. Да! Я все понял, Айк. Я позвоню, если останусь жив. Конец связи, все.
Зиновий, чего вы ждете? Вы думаете, что операцию отменят? Ее не отменят, Зиновий. Я это точно знаю. И что тогда будет, а? Я вижу, что вы приняли решение погибнуть, да. Это ваше дело, но дети... Зачем? При чем тут дети, а? Дети ведь погибнут. Вы же умные, гениальные. Вы светочий дух, а таких простых вещей не понимаете. Зачем детям погибать надо? За что? А? Это их выбор. Нет. И вы прекрасно это знаете. Достаточно одного вашего слова, и они пойдут в убежище. И тогда сохранят свои жизни. Они верят вам и только вам. Ну что же вам еще надо? Что вам надо? Жертва нужна? Жертва. Я тогда... Возьмите мою жизнь. Я останусь здесь, с вами. Но дети должны спастись. Дети должны жить. Дети должны жить. Он прав. Ты же видишь, он повторил мои слова. Этот человек прав. Ты должен это признать. Если хочешь, я пойду к детям. Может пойти Арсон. Не надо. Пойду я. Вы меня помните? Я встречал вас у школы, когда вы приходили к детям. Жаль, что нет времени поговорить. Я хотел задать вам столько вопросов. Теперь уже поздно. Нам просто не хватило времени, чтобы нас поняли. Вы знаете, я уверен, нас можно было понять, если бы мир был бы чуть-чуть добрее. Ведь поняли дети. Сразу поняли. Хотите правду? Вы их уже потеряли. Детей, своих детей, они не смогут. Они не захотят быть прежними. Тот, кто увидел небо, тот станет другим. Неизбежно. Давайте быстрее, ребят. Быстрее, быстрее. Давайте, скорее. Там другая дверь есть? Есть, но она открыта. Я сам. Займитесь детьми. Ну вот. Наконец-то. Виктор, что это? Ничего, ничего, это бывает так, это аккумуляторы, они здесь слабенькие.
А если все-таки включить фильтры? Немного воздуха. Нельзя. Не разговаривайте. Старайтесь дышать реже. Пап, почитай что-нибудь. За поворотом. В глубине лесного лога. Готово будущее мне. Верней, залога. Его уже не втянешь в спор и не заластишь. Оно распахнуто, как бор. Все вширь, все настежь. Оно распахнуто, как бор. Все вширь, все настежь. Да-да, спасибо. Здрасте. Минуту, господин Банев. Я вызову сопровождение. У нас посетитель, член комиссии ООН. Да. Разумеется, в порядке. Пришлите кого-нибудь. Заполняйте. Здесь, да? У вас первое свидание с дочерью? Да, первое. Поставьте здесь номер, число, время свидания, подпись. Простите, это что у вас? А это фрукты, шоколад? К сожалению, никак нельзя. Оставьте здесь, потом заберете. Проходите. Хорошо. Здрасте. Здесь и подождете.
Садись на стульчик вот сюда. Ирочка, ты как себя чувствуешь? Ты что, болела? Ира, ты что, не узнаешь меня? Ирочка, ответь папе. Ты читал нам стихи, я помню. Стихи? Какие стихи? Мы сидели в подвале, а ты читал нам стихи. Что вы с ней сделали? Что происходит? Ирочка, расскажи папе, как детки тут живут. Что вчера по телевизору смотрели? Мы смотрели шоу. Там надо было угадать, кто хуже всех. А почему детки смотрят это шоу? Потому что надо любить то, что нравится всем. Надо быть как все. Надо себя заставить. Умница, молодец. Видите, выздоравливает, идет на поправку. Ирочка, спой. Вы же песенку разучивали? Разучивали? Дай ручку. Чем ее колят? Ну, это врача надо спрашивать. Чем надо, тем и колют. Я сейчас спрошу. Я спрошу. Я сейчас спрошу. Господин Банев! Господин Банев! Это срочно! Это срочно! Берите руки от меня! Ну, пожалуйста, спустите! Он читал нам стихи, я помню. Кто там? Кто там ходит? В чем дело? Вы вообще кто? Как вы здесь оказались-то? Что вы тут? Я Виктор Банев, член международной комиссии, понимаете? Я требую, чтобы мне вернули моего ребенка немедленно. А, вот оно что, вот оно что. А с этим Понимаю, вашим понимаю. так называемым лечением будут разбираться на самом высоком уровне. Все сказали. А теперь, пожалуйста, покиньте территорию центра. Вы мне будете еще приказывать. Алло! Ну что у вас тут происходит? Ну вызовите охрану, в конце концов. Черт знает что. Ноги! Ноги! Стоять! Отпустите вы его. Вы что, не слышите? Я сказал, отпустите его. Я хочу знать, почему мне отказано в праве забрать отсюда моего ребенка. Хотите забрать? Да, я хочу забрать. Ну что ж, проводите господина Банева в 5-й блок. Да вы что, не надо этого. Я сказал, надо. Надо. Он же нам международной комиссией угрожает. Ну, проходите, проходите, господин Банев. Оформляйте документы. Проходите сюда. Здесь можно поговорить. Вы не подумайте. Для них делается все, что возможно, и даже больше. Лучшие врачи, лучшие клиники анализируют информацию. Если бы в этом было дело, дело в другом. Есть такое слово – чахнуть.
Взять цветок, вырвать из земли, пересадить в другую почву. Поливая, не поливая, он чахнет. Не может прижиться. Так и они. Их все ранит в этом мире. Наша с вами жизнь для них – сплошное страдание. Думаю, должно пройти время, чтобы они научились жить среди нас заново. Я верю, что это возможно. Будем надеяться, что возможно.